Страна, где грузовики соревнуются между собой по красоте. Это очень типичный дизайн для нашего транспорта. Поездка на местном транспорте может стать приключением. Сцепление. Первая передача. Потихоньку отпускай сцепление и добавляй газ. Окей, это сложнее, чем управлять космическим кораблем. А местные блюда могут удивить непривыкших туристов. Я тайком съем одну. Они очень вкусные. Аделю нельзя. У него, к сожалению, пищевое отравление. Улицы все еще небезопасны для женщин, поэтому здесь появились женские такси. А о местном трудолюбии ходят легенды. Работа занимает примерно 80% нашей жизни. Мы просто одержимы всем, чем занимаемся. Привет, меня зовут Денис, я из команды Yango. Мы в Пакистане, одном из самых интересных мест в мире. Мы отправимся в два самых густонаселенных и динамичных мегаполиса страны – Карачи и Лахор. Если Карачи и Лахор сравнивать с городами в России, то это однозначно были бы Москва и Петербург. Карачи – деловой центр с небоскребами, крупнейший город, порт. Лахор – культурная столица с более спокойным ритмом и менее высотными зданиями, место, где сосредоточена киноиндустрия страны – Лолливуд. Карачи находится на юге, Лахор – на севере страны. Я познакомлю вас не только с туристическими местами Пакистана, но и с людьми, которые меняют эту страну. Для начала давайте отправимся в Лахор и узнаем чуть больше о культуре Пакистана. Ого, вот это мощно! А можно мне вон ту, большую, тяжелую? Попробуй. Ладно, шутки в сторону. Прошлое, кажется, весило килограмма 3, а это, на вид, может 10. Ладно, попытаюсь. Целых 16 килограммов. Вау, невероятно тяжеленная штука. Что здесь происходит, возможно, подумали вы. Мускулистые атлеты на площадке, бойцы кушти. Этот вид спорта пришел в страну в средние века из Ирана и стал одним из главных пакистанских символов. Бойцов кушти зовут пехлеванами. Как и много веков назад, они тренируются на специальной глиняной арене, смягченной маслом и ароматными травами. Тренеров кушти называют устадами. Их слово – закон для молодых бойцов. А расскажите о куште. Что это за вид спорта? Кушти – это наш традиционный вид борьбы, который сохранился с древности. Как в теле есть 360 суставов, так и в борьбе есть 360 приемов. Как повалить соперника? Куда поставить руку, чтобы причинить боль? Почему люди этим занимаются? Это вопрос чести. Если в теле есть слабое место, его нужно укрепить. Такова суть. Как давно был основан этот клуб? Он был создан еще до образования современного Пакистана. Еще до раздела Индии и Пакистана в 1944 году несколько мусульман объединились и основали этот мусульманский оздоровительный клуб. С тех самых пор и по сегодняшний день клуб работает на безвозмездной основе. Нам помогают несколько опытных борцов. Все они вместе поддерживают стабильную работу нашего клуба. И до сих пор, слава Аллаху, наши лучшие ученики идут служить в армию, а прямо сейчас здесь тренируется отряд полицейских.
Проводятся турниры, на которые приходят представители энергетических и транспортных компаний, полиции и армии. Тут они выбирают себе работников. Говорят: «Отдайте этого парня нам, он будет отличным полицейским». Или «Этот парень может сделать карьеру в транспорте». Так что наши ребята почти всегда трудоустроены. Борьба Кушти – наследие пакистанцев, которое они пронесли через разные периоды истории. А история у Пакистана богатая. Эти земли пытался завоевать Александр Македонский. Здесь была буддийская империя маурьев, а в 200 году до нашей эры греки создали на территории Пакистана Индо-греческое царство. В 13 веке территория Пакистана стала частью империи Великих Моголов, которая спустя 500 лет распалась на несколько феодальных государств. В XIX веке в регион, где расположены современные Пакистан, Индия и Бангладеш, пришли британские колонизаторы. Свои владения они назвали Британской Индией. Чтобы понять современный Пакистан, нам нужно вернуться в его древнюю историю. И нет лучшего места для этого, чем Лахорская крепость, которая находится прямо за моей спиной. Это свидетельство могущества эпохи Великих Моголов. Ей более 300 лет. И это по-настоящему красивое место. Лахорская крепость или Форт Лахор, пожалуй, главный туристический символ Пакистана. Первые укрепления здесь были заложены еще в XI веке. Строительство современной крепости начал могольский император Акбар в XVI веке. Сегодня это комплекс размером более 20 гектаров с дворцами, мечетями и павильонами, построенными разными правителями династии моголов. Они демонстрировали здесь свою власть, влияние и богатство. Разбивали изысканные сады, украшали интерьеры полудрагоценными камнями и позолотой, строили мраморные здания и даже возвели отдельную лестницу для слонов. Вот где умели жить на широкую ногу. Это слоновья лестница. Лестница, которую император использовал, чтобы просто подниматься наверх, верхом на слоне. И сразу видно, проектировали ее специально. Просто посмотрите, насколько здесь широкие ступени. Вы только гляньте, какой они ширины. С ума сойти. Только представьте, въезжает император на своем слоне. А вот здесь стояли наложницы и просто осыпали его цветами, когда он проезжал. А потом, если посмотреть чуть дальше, на вход, там играл оркестр, живая музыка. Так что зрелище было невероятно живописным. Просто вообразите, он едет на слоне по специально отстроенным ступенькам. Это просто фантастика. После упадка империи моголов крепость была резиденцией сикхского правителя Ранджит Сингха, а потом перешла в руки англичан. В 1981 году Форт Лахор стал охраняемым объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Что неудивительно. Это место меня так впечатлило, что я решил обязательно привезти отсюда сувенир. Сколько это стоит? 500. Может, 400? Ладно, надо было 300 просить. Но торг хороший. Скидка 20%. Выходит $1,5. Выгодно. В России за 3 перепродам. Вот и прибыль. Это только для вас, потому что вы наш гость. Благодарю. Говоря об истории Пакистана, нельзя не затронуть вопрос религии. Ислам пришел на территорию современного Пакистана в VIII веке, но на протяжении многих столетий здесь спокойно существовали и другие конфессии. Все стало меняться с приходом британских колонизаторов. Британцы на уровне законов усилили религиозные разделения между индуистами, мусульманами и представителями других религий. В 1947 году Британская Индия получила независимость. Страна была поделена на две части – Индию и Пакистан. По религиозному принципу. Ислам стал официальной религией в Пакистане. Независимость досталась Пакистану большой ценой. Раздел колонии привел к одной из самых массовых миграций в 20 веке.
Индуисты переселялись в Индию, а мусульмане – в Пакистан. Переселение проходило драматично, с массовым насилием с обеих сторон. В результате сотни тысяч переселенцев погибли. Последствия тех событий ощущаются до сих пор. Между Индией и Пакистаном с печальной регулярностью случаются вооруженные столкновения. Да и в целом, пакистанцам зачастую приходится жить в условиях нестабильности и непредсказуемости. Это отражается на всех сферах, в том числе на стратегии ведения бизнеса. Это реалии Пакистана. Смена политики, инфляция, финансовые вызовы. Проблемы будут буквально прилетать к вам, откуда вы их вообще не ждали. Поэтому я считаю, что стойкость — это критически важно для любого, кто ведет бизнес в Пакистане. Вам нужна правильная стратегия, но даже с ней вы должны понимать, наступят времена, когда вам придется пробираться через шторм. Поэтому ваша стратегия должна быть адаптивной, той, которую можно докручивать по ходу дела. Нельзя просто решить: так, через 5 лет я буду здесь и пойду вот этим путем. Нет, вам придется менять маршрут. Через год, через 2, потому что все вокруг меняется слишком быстро. Вы должны уметь лавировать и все равно дойти до своей цели, что бы ни случилось на пути. Пакистан меняется постоянно. Предлагаю теперь перенестись в деловую столицу Пакистана – Карачи. Здесь мы поговорим про местный бизнес более подробно. Но для начала давайте прогуляемся по городу вместе с Амтул и Фахадом, которые ведут популярный travel-блог под названием Patan-Gear. Итак, добро пожаловать в наше любимое место. Это Фрер-Холл, названный в честь комиссара Фрера. Был такой комиссар Синда. И самое классное, тут одна из лучших галерей Садыкейна. Это очень известный пакистанский художник, звезда мирового масштаба. И, по сути, ты видел Сикстинскую капеллу? О, да, конечно. Это наша местная Сикстинская капелла. Да, здесь одна из старейших библиотек Карачи. Видишь людей? Они приходят сюда расслабиться. Это место обожают фотографы, приходят сюда снимать контент. Это также крупнейший парк в Карачи. А еще место славится желтокаменной постройкой. Помнишь Лахор? Там распространен красный камень, а здесь желтый, местный Гизри Стоун. Добывают прямо тут, в Карачи. О, конечно. А еще я вижу тут много парочек. Да, это место для свиданий. Ага, такой укромный уголок. Карачи более динамичный и бизнесовый, чем Лахор. Это самый большой и быстро растущий город Пакистана. А чтобы лучше узнать, чем живет город, стоит отправиться на местный рынок. Там можно сразу узнать и про местную кухню, и про культуру, и про экономику. Вот они, наши роскошные специи, наша гордость. Мы обожаем готовить с кучей приправ. Смотри, вот здесь куркума, тут молотый чили, дробленый, и целиком. А еще есть миксы. Хочешь барбекю? Вот тебе барбекю масала. Есть смесь для рыбы тика. Там уже все смешано. Просто маринуешь мясо и готово. Но если нужны отдельные специи, без проблем, бери здесь. Сюда, мне кажется, все приходят, потому что цены очень хорошие. Люди здесь реально закупаются продуктами сразу на месяц. Ну и специями тоже. Хочешь взглянуть? Сейчас я тебе кое-что покажу. Гималайская розовая соль. О, вау. Вот это гималайская, очень популярная. А что это такое? Потому что похоже на чак-чак. Это знаменитое татарское блюдо. Ну, концепция похожая. Это, по сути, сухофрукты с сахаром. А едим мы это так. Берешь кусочек, кладешь в рот и запиваешь чаем. То есть в сам чай мы это не кидаем. Чай очень горький, но во рту все смешивается. Так, а это отдел сухофруктов.
Выбор тут огромный. Смотри, вот черная смородина, арахис разных сортов. Кстати, мы обожаем инжир, если ты заметил. А вот это свежеобжаренный арахис. Но он не местный. Его везут из Индии, а жарят и солят уже здесь. Я тайком съем одну, они очень вкусные. А Дэну нельзя, у него, к сожалению, пищевое отравление. Так что нам надо быть осторожнее. Да, мне нужно быть осторожным. На рынке мне пришлось отказаться от дегустаций, потому что накануне я сильно отравился. Увы, в странах с экзотической кухней, где не всегда строго соблюдаются нормы санитарии, такое может случиться. Чтобы снизить риски отравления, я подготовил для вас несколько советов. Не пейте воду из-под крана. Выбирайте блюда, которые готовят при вас. Будьте осторожны с молочными продуктами и избегайте продуктов, которые лежат на жаре, особенно мясных. Просите сделать блюдо для вас менее острым. Не покупайте уже нарезанные фрукты. Всегда носите с собой лекарства для пищеварения. Свой гештальт с пакистанской кухней я так и не закрыл, поэтому решил обратиться к профессионалу – фуд-блогеру Асаме. Мы отправились в один из самых популярных стрит-фуд-ресторанов попробовать легендарное местное блюдо – бриани. Итак, мы в Харадаре. Это Аль-Рихман бирьяни. И вот наша порция. Знаешь, это одна из самых продаваемых бирьяни во всем Карачи. Начинают они рано утром, часов в 10, и продают до 10 вечера. Потому что для нас бирьяни — это не просто еда. Это явление. Это особый вайб. Люди собираются вместе, делят одну тарелку на всех. Весь Пакистан знает, если нужна хорошая, острая бирьяни, тебе в Карачи. А как бирьяни готовят? О, как бы я приготовил. Это делается в 2 этапа. Сначала готовят, так сказать, саму часть с карри. Можно выбрать любое мясо. Бирьяни – блюдо, которое чаще готовят с курицей, говядиной, бараниной или ягнятиной. Подходит любой вид белка – рыба, креветки и морепродукты. Существует множество вариаций бирьяни, которые можно найти. Но, конечно, все зависит от приправ. Например, зимой многие предпочитают бирьяни поострее. А принцип приготовления всегда один. Сначала готовят карри, тушат мясо или рыбу, пока они не станут мягкими. А затем добавляют рис и немного варят на пару. Таким образом, рис очень хорошо пропитывается карри. Так что тут очень важен баланс, понимаешь? Смотри, здесь есть просто белый рис, а есть тот, что в специях. Ага, темный, острый. И тебе, наверное, будет проще взять... Только белый. Да. Но в целом это очень насыщенное, ароматное блюдо, которое подают на всевозможных праздниках. Так что ни одно торжество, от свадеб до простых дружеских посиделок, не обходится без него. Всегда на столе будет бирьяни. А что насчет напитков? Пакистан – мусульманская страна, поэтому здесь не пьют алкоголь. Вместо него предпочитают чай. Ночью Карачи преображается. В Европе, например, мы привыкли, что ночная жизнь означает поход в бар или клуб. Но здесь это чайные кафе, которые открыты до самого утра. Люди здесь встречаются поболтать о политике, бизнесе и о бытовых вещах. Чай здесь не просто напиток, а образ жизни. Без него не обходится ни одна встреча. Кстати, чай на местном диалекте так и будет – чай. Но он отличается от привычного нам напитка добавлением молока и специй. Физа, наш маркетинг-партнер из Пакистана, рассказала мне больше про чайные ритуалы. Чай в Пакистане – это определенно больше, чем просто напиток. Я думаю, любое решение, будь то что-то крупное или совсем мелочь, принимается именно за чаем. День начинается с чая. Люди вообще не начинают функционировать, пока не выпьют чашечку. У меня есть отличный пример. Компания, где я раньше работала. Ее основатели просто сидели в чайной, болтали, и тут им пришла идея запустить стартап.
И сейчас этот стартап – один из двух главных игроков в доставке продуктов здесь. Так что, да, такие революционные решения принимаются именно здесь. Это куда больше, чем просто напиток. Но еще лет 7-8 назад чайные в городе выглядели совсем иначе. Раньше это были, знаешь, простые лавочки у дороги. А сейчас все больше таких вот модных кафе. Особенно молодежь это любит. Им нужны такие вайбовые локации, чтобы прийти, расслабиться и выпить чаю. Пакистан – страна, где сильно влияние религии и консервативных общественных установок. Например, официально кастового деления в стране не существует. Но на деле в Пакистане есть квомы, строгая социальная иерархия, похожая на систему каст в Индии. Семьи не позволяют молодым людям разных квом вступать между собой в браки. И большинство пар в Пакистане до сих пор возникает не по любви, а по договоренности между их семьями. Консерватизм виден и в отношении к женщинам. Например, от них всегда ожидают скромной одежды. Чаще всего на улицах женщин можно увидеть в длинных свободных платьях и шарфах-дупаттах, которые прикрывают голову или плечи. Мы решили узнать у блогеров Патангир, как такую прогрессивную пару, как они воспринимают в обществе. А вы сталкиваетесь с общественным давлением из-за того, что вы нестандартная пара? Например, ты не носишь хиджаб в мусульманской стране. Есть ли общественное порицание? Думаю, да. Если говорить о том, что мы нестандартная пара, это правда. Мне кажется, мы действительно довольно необычные. Мы занялись travel-контентом вместе до того, как обручились. Да, так что для нашего общества это был большой шок. Парень и девушка не поженились, но вместе путешествуют и делают контент. Но мы всегда хотели ломать барьеры, табу и стереотипы, просто показывая себя настоящих. Мы хотели показать, что Пакистан намного разнообразнее, чем люди привыкли думать. Например, не все носят хиджаб, не все покрывают голову. Мы хотели изменить это восприятие, показать, что молодежь Пакистана более прогрессивная, более открытая и более разнообразная. Это и было нашей целью. Именно. Важно же показывать разных людей, правда? Разные взгляды, у каждого своя правда. Мы как раз про вот эту diversity, и это важная миссия. В любой точке мира, если ты делаешь выбор быть собой, общество будет давить на тебя. На нас тоже было это давление, но мы справились. Это нас мотивировало. В 2025 году по индексу гендерного равенства Global Gender Gap страна заняла последнее 148 место. Лишь четверть женщин в Пакистане официально работают. Даже те, кто получает высшее образование, часто не выходят на рынок труда из-за социальных и культурных ограничений. В обществе до сих пор силен стереотип, что женщины должны полностью посвящать себя семье и детям. Но в Пакистане появляется все больше женщин, строящих карьеру, как Физза. А ты ведь не только строишь карьеру, ты также молодая мама. Да. И каково это? Как справляешься с этими разными ролями? Если подумать и ответить честно, мне кажется, что баланса на самом деле никогда не бывает. Я не думаю, что в этой роли вообще существует идеальный баланс, потому что если в какой-то момент я преуспеваю в работе, я понимаю, что жертвую временем с сыном. А если я преуспеваю в заботе о нем, я понимаю, что, возможно, упускаю что-то важное на работе. Так что обе сферы не могут быть на высоте, и идеально управлять ими невозможно. А сталкивалась ли ты с какими-то специфическими для Пакистана трудностями? Да, на самом деле, мне очень повезло работать в Янго, потому что здесь абсолютно поддерживающая культура и возможности, которые у нас есть в плане гибкости, например, работа на удаленке.
Думаю, в этом моя привилегия. Но я знаю, что есть еще много компаний, которые не поддерживают идею удаленной работы и не дают такого уровня гибкости, хороших условий для женщин, для работающих матерей, чтобы они могли полностью сосредоточиться на работе. И, к сожалению, большинство женщин здесь после рождения ребенка отказываются от карьеры. Им приходится увольняться и посвящать себя семье всецело. Разве здесь совсем нет никакой инфраструктуры? Да, у большинства компаний нет хороших детских садов. А даже если есть, условия там не очень. Так что на рынке огромный разрыв, где работающие матери действительно страдают. Прямо на своих рабочих местах. Им приходится идти на компромиссы. Либо уделять меньше времени ребенку, либо просто отказаться от карьеры. Несмотря на все сложности, пакистанские женщины не боятся бросать вызов общественным устоям и стереотипам. Знаете, у Пакистана богатая история сильных и влиятельных женщин. Женщин, которые получали Нобелевские премии, становились значимыми фигурами в культуре и бизнесе. И сегодня мы здесь с Биниш. Она водитель-партнер Янга, одна из немногих женщин за рулем в Карачи. Ее пример действительно вдохновляет и меня, и многих ее клиентов. Потому что она успевает все. Она мама 3 детей, гостеприимная хозяйка, предпринимательница и водит такси. Это невероятно. Пакистан считается одной из самых небезопасных стран для женщин. Общественный транспорт – место повышенного риска. В Лахоре и Карачи в метро есть специальные вагоны для женщин, а в автобусах – отдельные секции, но они часто бывают переполнены. Многие женщины стараются не ездить в транспорте в одиночку или планируют свое передвижение так, чтобы не совершать поездки вечером. Поэтому женские такси здесь особенно необходимы. Я воспитываю детей одна, поэтому работа в такси мне идеально подходит. Здесь есть свобода. Я сама управляю своим временем. Его теперь хватает и на семью, и на заработок. Так что я очень рада. Как отреагировала ваша семья, когда вы сказали, что будете работать водителем такси? Когда я только начала, естественно, я была первой женщиной в нашей семье, кто пришел в эту сферу. И, как вы знаете, в каждой семье, если кто-то выбирает смелую профессию, реакция может быть разной. Мой старший брат меня очень поддержал. Сказал, в этом нет ничего плохого. Она трудится, зарабатывает честным трудом и кормит своих детей. Так пусть занимается этим. Если она будет это делать, то и другие женщины, глядя на нее, придут в эту сферу. А как реагируют пассажиры, когда они видят вас за рулем? Пассажиры, конечно, в шоке. Но они рады. В основном мои клиенты женщины. И они так радуются. Говорят мне, знаете, с вами мы чувствуем себя по-настоящему спокойно. Потому что, когда едешь с водителем-мужчиной, все-таки присутствует какое-то небольшое напряжение. И если в этой сфере появится больше женщин, нам станет гораздо проще передвигаться по городу. Так что все очень довольны и уважают мой труд. И мужчины особенно. Они проявляют ко мне огромное уважение и всегда очень активно меня поддерживают. Такие такси дают женщинам больше свободы и возможность планировать день, не беспокоясь о своей безопасности. Знаете, безопасность — это, пожалуй, самый главный фактор, который мы учитываем, когда говорим о повседневных поездках женщин в Пакистане. Именно поэтому сервисы вызова такси считаются очень безопасными для женщин. Особенно для студенток, которые ездят в университеты и колледжи. Кстати, транспорт – одна из визиток Пакистана. Здесь на дорогах можно увидеть все – крутые автомобили, рикши, мопеды, повозки и знаменитые пестрые джингл-траки.
Ярко украшать и расписывать транспортные средства в Пакистане начали в далекие средние века, когда главным средством передвижения были повозки. 100 лет назад эта традиция продолжилась на грузовиках, или, как их прозвали британские колонизаторы, джингл-траках. Встретить в Пакистане два одинаково расписанных грузовика невозможно. Каждый водитель рассказывает на них собственную историю. Давайте узнаем про этих красавцев побольше. Нет двух похожих друг на друга автобуса. Они все разные. Тут, например, цветочные мотивы. Это олицетворение природы и красоты. А еще здесь есть работа по металлу вот такая. Это чеканка. Выбивают узор на металле, а вокруг клеят цветные стикеры. И все это делается просто для украшения. Со временем это стало настоящим видом искусства. Это не просто трак-арт. Это уже часть культурного кода Пакистана. Это очень типичный дизайн для нашего транспорта. О, это выглядит как колокольчики, которые звенят при движении. Именно. Они шумят при езде. Многие называют такие машины джингл-траками. Из-за этих звуков у них также интересные гудки. У каждого автобуса свой особенный странный сигнал. В Карачи вы сразу узнаете автобус по такому звуку. Сейчас в Пакистане на фоне роста населения идет активная урбанизация. Из-за притока людей в города увеличивается количество транспорта, растет спрос на личные авто и такси. Мы с Янга запустились в Пакистане в 2023 году. Проанализировали рынок райд-хейлинга и пришли к выводу, что для такси здесь нужен особый тариф – рикши. Такая вот локализация. И как же в стране джингл-траков обойтись без расписанных рикш? На помощь нам пришли локальные художники. Если посмотришь сюда, увидишь всех этих людей в разных нарядах. И это традиционные костюмы, в которые здесь обычно одеваются мужчины. Вот, например, синдхи. На нем синдхская шапка. А вот это пуштун. И он носит пакаль. Это такая шапка, которую обычно носят пуштуны. Это Лахор, а это Карачи. Карачи. Вот. Я хотел все разнообразие отобразить в дизайне. И точно так же у нас в разных регионах есть разные музыкальные инструменты. Вот этот синдхи играет на синдхском инструменте, который здесь очень популярен. А пуштун играет на своем. Женщины изображены тоже в разных национальных костюмах, потому что очень хотелось вместить как можно больше разных культурных атрибутов. Меня так впечатлила эта рикша, что я не смог отказаться от тест-драйва. Вот сюда вставляется ключ. И нужно нажать эту кнопку, затем поверни ключ. А дальше нужно будет наращивать темп. Хорошо, давай начнем. Значит, мне просто нужно нажать на него? Ага, а затем ускоряться. Ускоряйся. Эх, я думаю, ты поторопился. А, не туда нажал. Вот так его и отключают. Это первая передача. Ее нужно переключить на пониженную передачу сзади. Просто переключи передачу вот тут. Ребята, у меня нет водительских прав, так что просто наберитесь терпения. Да-да, без проблем. Это сложнее, чем космический корабль. Сцепление. Первая передача. А сейчас медленно, да. Постепенно отпускай педаль газа во время разгона. Медленно отпускай. Окей, я понял. Когда он издает этот громкий звук, это значит, что завелось. Что сказать? Работать таксистом на рикше меня точно не возьмут. Пускай этим занимаются профессионалы. А я пока решил узнать у своих пакистанских коллег про этот необычный вид транспорта. Я хотел поговорить с вами о кое-чем очень важном для Пакистана – о рикшах. В чем особенность этого транспорта? В Пакистане люди чувствительны к ценам. Из-за инфляции все ищут поездки подешевле, особенно женщины. Они постоянно используют рикши, гораздо дешевле, чем авто. Западный рынок сконцентрирован на машинах, а у нас тут больше 2 миллионов рикш.
Вау, а сколько же тогда машин? Даже половины от этого нет. Так что это главный транспорт всего Пакистана. Мы учитываем это. А еще учитываем безопасность и скорость поиска. С рикшами всегда можно быстро уехать. Не нужно бегать за машинами. И нам их проще зарегистрировать. Просто выходишь на рынок и подключаешь сразу 100 водителей рикш за раз. В любом месте их сотни. И мы можем зарегистрировать их на платформе прямо в полях. И также работаем над безопасностью. Обучаем водителей, проверяем транспорт каждую неделю. Делаем все, чтобы наш сервис был на высоте. Мы также стараемся в целом поменять восприятие водителей. Многие водители не имеют образования, привыкли работать офлайн. Но мы меняем этот тренд, переводим их в онлайн. Объясняем, что с приложением они могут зарабатывать больше. Объясняем, что не нужно ждать клиентов на жаре. Просто зайди в приложение, и заказы сами тебя найдут. Янга — глобальная компания, поэтому некоторые локальные особенности в разных странах мы можем сравнить. Например, в Анголе у нас многие водители не умеют читать, поэтому там к ним нужен особый подход. А как обстоят дела здесь? Водители рикш обычно не умеют читать. Мы тоже адаптируемся, но все-таки большинство водителей умеет читать урду. Поэтому в приложении можно переключиться на урду. Но мы все равно их учим. Вот эта кнопка — выйти на линию, а вот это — принять заказ. Вот так завершить работу, а вот тут — твои деньги. Мы делаем обучение предельно простым, поэтому в целом даже не нужно уметь читать. Достаточно знать расположение основных кнопок. Да и вообще, я знаю водителей, которые едва умеют читать, различают цифры и цвета и прекрасно справляются. Я как-то спросил одного: «А если ты не хочешь ехать в район, откуда пришел заказ?» Его ответ был гениален. «Мне все равно, куда ехать. Я здесь, чтобы работать. И я буду работать». Значит, процент принятия заказов хороший. Да, вполне, но я считаю, всегда есть куда расти. Возвращаясь к рикшам. В прошлом году мы много работали над ними. Для маркетинга главным вызовом стал выход Карим на рынок Пакистана. Люди стали пересаживаться с рикш в комфортабельные авто. Разница в цене всего 100 рупий. Почему бы не выбрать авто? Зачем трястись в рикше? Это особенно касается поколения зумеров, миллениалов, ребят вроде нас. Зачем рикша, если могу поехать к друзьям в комфорте? Мы думали о том, как заставить молодежь снова полюбить рикши. И поняли, нужно сделать рикши крутыми, просто нереально классными, превратить их в арт-объекты, чтобы все хотели с ними сфоткаться. Мы запустили коллаборацию с местными художниками. Это был наш ответ. Ты же знаешь, Янга, мы любим все стильное и яркое. Так мы сделали поездку на рикше, целым событием. И наши арты, кроме того, получились очень локальными. Они рассказывают историю о нас, о нашей культуре и культуре рикш. Янга не первая компания, которая стала развивать здесь городские сервисы. В 2015 году на пакистанский рынок вышел Карим, стартап, основанный шведским бизнесменом и выходцем из Пакистана. Из сервиса заказа такси он быстро вырос в суперап, предлагающий широкий спектр услуг, и стал лидером рынков во многих странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Но в 2025 году Карим, теперь принадлежащий компании Uber, ушел с пакистанского рынка. Сооснователь компании заявил, что причины – сложная макроэкономическая реальность, усиливающаяся конкуренция и глобальное распределение капитала. Знаете, соотношение доллара и рупии полностью изменилось. Раньше поездка на байке за 100 рупий — это был $1. А сегодня поездка на машине за 350 рупий — это тоже $1. При этом Карим получает с поездки лишь 20%. Остальное забирает водитель. Итого, Карим получает 20% из 100. Из них нужно оплатить все инфраструктурные сервисы, расходы на Google карты и все остальные мелочи.
В 2022 и 2023 году Пакистан пережил сильный экономический кризис. Курс местной валюты, пакистанской рупии, резко упал, валютные резервы сократились, инфляция достигла двузначной отметки – до 30%, цены взлетели. В результате – падение доходов, рост безработицы и бедности. Но пакистанцев едва ли можно испугать такими трудностями. Я слышал, что пакистанские предприниматели очень стойкие люди. А какими качествами должен обладать настоящий пакистанский бизнесмен? Думаю, у всех пакистанцев есть одна общая черта, и это стойкость. Им не важно, большое у них дело или совсем маленькое. Они просто делают, что могут. Благодаря этой стойкости они и двигаются вперед, строят свой бизнес, маленькие стартапы и все такое. Например, пока ты ехал по Карачи, мог заметить множество женщин прямо на улицах. Они продавали разные вещи – овощи, украшения. Им все равно, где сидеть и в каких условиях работать. Их главная цель – это процветание и выживание. Так что да, безусловно. И я говорю не только про крупный бизнес. Это и владельцы маленьких стартапов, женщины-предприниматели и даже студенты, которые просто ведут свои страницы в Инстаграме. Знаешь, все владельцы бизнеса у нас стойкие. Чтобы выйти из кризиса, правительство стало искать международную помощь и ужесточать бюджетную и монетарную политику. Реформы и высокие ставки помогли стабилизировать курс валюты и снизить инфляцию. При этом объем ВВП Пакистана на 2024 год – 413 миллиардов долларов. Это 41-е место в рейтинге Всемирного банка. ВВП на душу населения – около $1500. И это в 2-3 раза ниже, чем у других стран региона – Бангладеш, Вьетнама и Индии. Экономика Пакистана пока что сильно зависит от сельского хозяйства и текстильной промышленности. В то же время практически все пакистанцы говорят, что страна переживает сегодня настоящий предпринимательский бум. Откуда люди берут деньги для открытия бизнеса в Пакистане? Работают с 9 до 5 или получают деньги от семьи? Что чаще встречается? Думаю, в Карачи и вообще в Пакистане поддержка семьи – это очень распространенное явление. Особенно, если у твоей семьи есть свой бизнес. Тогда ты охотнее идешь на риск. Ну и в целом, члены семьи поощряют тебя и поддерживают. А если наступают тяжелые времена, они даже могут помочь тебе финансово. Так что тут все связано. Но быть просто из бизнес-семьи, я думаю, этого недостаточно. Тебе обязательно нужна внутренняя мотивация. А во-вторых, как справляются люди, у которых нет богатой семьи и бизнес-бэкграунда? Я вижу очень много молодежи, которые еще учатся. Сейчас культура в Пакистане меняется. Студенты запускают свои собственные онлайн-бизнесы. Они намного опережают нас. И когда мы смотрим на них, думаем, черт, мы опоздали. Почему они, а не мы? Эти ребята сейчас начинают зарабатывать в 18 или 19 лет прямо в университете. Делают страницу в Фейсбуке или Инстаграме и продает вещи онлайн. У молодого поколения очень силен дух предпринимательства. Все меняется. Теперь не так уж нужна поддержка семьи или опыт в семейном бизнесе. Думаю, все дело в твоем личном желании, в силе воли, в амбициях и в желании действовать. После кризиса Пакистан вновь становится привлекательным местом для зарубежных компаний. Объем иностранных инвестиций на 24-25 финансовый год составил 1,6 миллиардов долларов. Соседний Китай, важный экономический партнер Пакистана, лидер по инвестициям в страну. Компании из Эмиратов, Гонконга, Британии и США тоже все чаще обращают внимание на пакистанский рынок, адаптируя свои продукты и услуги под местные реалии. Один из примеров такой адаптации – это американское ТВ-шоу Shark Tank. Заявки, которые мы увидели, реально нас удивили. Даже самих акул бизнеса. Мы все были в шоке от уровня бизнес-мышления в Пакистане. Я уверен, что дальше, во 2 и 3 сезонах, количество хороших проектов будет только расти. Это ведь самое начало для всего бизнес-сообщества нашей страны. И это был первый опыт, когда все эти талантливые люди смогли показать свои стартапы на огромную аудиторию.
Но в целом, я считаю, что самый большой потенциал сейчас сосредоточен именно вокруг технологий. Потому что мы видим, как стремительно растет проникновение интернета в Пакистане. И если учесть численность населения Пакистана, становится понятно, как много еще стартапов и проектов мы пока не увидели. Здорово, что среди прочего были инклюзивные проекты. Например, для детей с особенностями развития. Эта сфера сейчас важна для нашей страны. Ну и интеграция классического ритейла в передовые цифровые технологии. Вот где скрывается настоящее будущее. ये लीजिए भाईजान, आपके लिए टॉफी। टॉफी नहीं, कॉफी बोला था यार। अबे यार, एक तो मेरी किस्मत। Интересно посмотреть, какие стартапы будут в следующем сезоне шоу. Не сомневаюсь, что у пакистанцев будет безумное количество идей и огромное желание их воплотить в жизнь. Ведь трудолюбие – национальная черта характера в этой стране. Пакистанцы правда такие трудолюбивые. И это касается не только сотрудников Янга в Пакистане. Абсолютно. Я думаю, работа — это большая часть нашей жизни. Мы очень одержимы всем, за что беремся. Мы вкладываемся полностью. Мы чувствуем огромную ответственность и воспринимаем все очень лично. На свой счет. Это же мой город. И если что-то идет не так, я очень переживаю. Если спрос падает, я просто не даю им покоя. Мне нужен результат. В Пакистане вообще не знают, что такое work-life balance. Честно говоря, когда HR нас спрашивают про наш баланс, мы говорим: «О, да, конечно», но на самом деле его просто нет. Мы трудолюбивые, но наш день начинается чуточку позже, где-то в полдень. Рынки открываются поздно. Работа идет медленно. Потому что утром мы любим поспать, а заканчиваем работу очень поздно. Люди не спят до 2-3 ночи, поэтому и просыпаются позже. У нас многие работают круглосуточно, смены по 18 часов. Когда мы запускали Янга, мы тоже работали 24/7, и мы росли очень быстро. Всего за 5-6 месяцев мы захватили рынок и привлекли внимание всех конкурентов. Они испугались. Кто это пришел? Откуда они взялись в Пакистане? И как они влияют на наш бизнес? Люди в Пакистане готовы работать 12 или даже 15 часов в день. Вот я, например, просыпаюсь поздно, но люблю работать до ночи. У нас есть слово «михнати» или «михнат-каш». Это значит по-настоящему трудолюбивый человек. А еще есть знаменитое слово «джугат». Это то, что мы делаем постоянно. Оно означает найти решение для всего. Даже если оно неправильное, у нас всегда есть выход. Если нужно куда-то попасть, а дороги нет, мы в Пакистане все равно найдем способ пройти. Это и называется джугат. Пока Пакистан оправляется от кризиса, привлекает инвестиции и развивает стартапы, некоторые пакистанцы масштабируют свой бизнес за пределы страны. Как, например, основатель лакшери-ресторанов пакистанской кухни BBQ. Раньше за границей о пакистанцах почти никто не знал. Везде была популярна именно индийская кухня. Даже пакистанцы, которые открывали рестораны за рубежом, писали на вывесках «индийская кухня». Но, слава Аллаху, с тех пор, как BBQ Tonight вышел на международный рынок, наши блюда стали также узнаваемы по всему миру. Мы, можно сказать, водрузили пакистанский флаг в Сингапуре. Открыли франшизы в Дубае, Малайзии, Дохе, в Маскате, снова в Дубае, в Джидде, Эр-Рияде. А теперь движемся в сторону Америки. Но с самого начала у нас есть один принцип. У нас всегда только халяльная еда. Когда мы вышли на зарубежный рынок, многие франчайзи говорили: «Мы будем подавать алкоголь». Мы отвечали: «Нет, алкоголя у нас не было и не будет». Мы начинали с 18 человек. И по милости Аллаха за 38 лет
так выросли. Пакистан сейчас испытывает непростые времена. В последние годы на его экономику свалилось много испытаний. Но благодаря стараниям, устойчивости и изобретательности пакистанцев страна достойно проходит эти трудности. Пакистан меняется прямо на глазах. Традиции здесь все еще сильны, но амбиции людей уже давно переросли старые границы. Пока мир боится сюда ехать, самые смелые уже видят здесь возможности, хаос или новая точка роста. Решать вам. Если этот выпуск изменил ваше мнение о Пакистане, ставьте лайк и делитесь с друзьями. А мы уже готовимся к новой поездке. Увидимся!